Валя сегодня проснулась рано. Она привыкла подниматься на рассвете, живя в деревне. Только сейчас ждали ее недомашнее дело. Их взяли на себя невестки, которые жили с сыновьями Валентины. Собиралась сейчас она за грибами. Приготовив завтрак всей семье, Валя скоро ушла из дома. «Куда ты направилась с позаранку, Валентина?» Услышала позади себя женщина на дороге. «Ой, ты, Петрович, напугал меня!» Отпрянула она, увидев соседа. «Грибы иду собирать. Видел вчера Лидию Васильевну. Шла с большой корзинкой, я аж рот раскрыл». Продолжил мужчина. «Хороший урожай принесла. Ты, Валя, беги скорее, не то растащат грибочки твои. А ты чего не идешь? А кому мне собирать их, семьи, то у меня нет. А почему ж ты не женился?» Допытывалась Валя. «Не надо мне это», вздохнул старик и отвернулся. Женщина направилась в лес, а он подумал: иди уже, горемычная, все тебе знать надо. Не хотел он рассказывать людям про свою нелегкую судьбу. Когда-то он был счастлив с женой Ларисой, а теперь в 67 лет остался в одиночестве. Не стало ее при родах, сынишки тоже. Забеременела супруга уже после 40-ка. Савелий Петрович мечтал о ребенке, но жизнь распорядилась иначе. Похоронив любимую, мужчина замкнулся в себе. В деревне к нему относились как к странному человеку. Валя разносила о нем всякие слухи, которые были неприятны Савелию. В последнее время в его доме часто стали появляться какие-то постояльцы. Соседи слышали истошные крики со стороны забора пожилого мужчины, но никто не знал, когда гости приходят к Савелию, а когда они уходят. Валентина добрела до леса и принялась собирать боровики и подберезовики. Гриб за грибом, и оказалась она в болотной жиже. «Ай!» — вскрикнула женщина, вытаскивая ноги из затягивающей лужи. Неожиданно ее пробрала леденящая дрожь, потому что откуда-то доносились стоны. Валя поспешила прочь, но незнакомый голос снова заговорил из болота: «Помогите!» Женщина крикнула: «Вы где?» И тут она увидела перед собой шевелящуюся кочку. «Дайте руку», — сказала Валя, и из болотной грязи протянулась женская рука. Валентина взяла длинную палку и подала ее незнакомке. Та, схватившись за палку, скоро очутилась на земле. «Идти сможешь?» — спросила ее Валя. «Тяжело, нога болит». «Значит, будешь опираться на меня и на палку». Обратный путь домой показался Валентине нелегким, как и ее попутчице Наде. Половину дороги они осилили, вторую половину Вале пришлось идти одной. Надя сильно устала. Добравшись до соседа, Валентина решила попросить его о подмоге. «Петрович, выручи». В лесу осталась женщина. Нужно сходить за ней. Мужчина запряг лошадь и отправился спасать незнакомку. Он нашел ее у дороги в кустах. Придерживая под руку, Петрович усадил женщину на телегу и повез ее в свою деревню. Дома он налил в таз воды, принес вещи, оставшиеся от жены, и сказал Наде: «Вот, помойся, потом покормлю тебя». Утром выяснилось, что у гостей вывихнута рука. Петрович поведал Наде, что он костоправ,
и люди к нему наведываются подлечиться. Он решил помочь женщине и потянул ее за руку, отчего та громко закричала. На шум прибежала любопытная Валентина. «Ой, что это вы тут делаете?» Ужаснулась она, увидев странную картину перед собой. Надя, скривив лицо от боли, с протянутой рукой сидела перед Петровичем, а он крепко держал ее. Вернувшись домой, Валя немедленно вызвала участкового, поведав о криках, иногда доносящихся со стороны соседа. Полицейский долго смеялся над нелепым вызовом, узнав о талантах Савелия Петровича вправлять кости. Вдруг он кое-что вспомнил и воскликнул: «Вы Надежда Рогова, вам 50 лет. Вы находитесь в розыске?» «Да, я и есть она. Только мне не хотелось говорить, там, в болотах меня оставил мой муж. Он нашел себе другую женщину, а меня бросил погибать». «Вот как?» — удивился Петрович. «Врезать бы этому мужу». Валентина подозрительно посмотрела на старика. «Я и не знала, что ты, Петрович, у нас костоправ. Вот счастье, то какое. Приду завтра к тебе спину лечить», — произнесла она. «Может, Надя пока пусть у тебя поживет». Пожилой мужчина кивнул. «Что скажем тогда вашим близким? Они ведь вас разыскивают», — задал вопрос участковый. «Я им обязательно позвоню», — ответила Надя. «Составим бумажку одну и делайте здесь, что хотите». Вытаскивая блокнот, сказал полицейский. «Только мужа вашего придется привлечь, тут уж никуда не деться». Вскоре супруга Нади посадили. Ее сестра и брат приехали к ней на свадебный вечер. Савелий Петрович решил расстаться со своей холостяцкой жизнью, все таки вдвоем жить веселее, да и трудности на двоих делить легче.